Оп, есть. Вот опять в толще. Вот она. Ух ты. Ух, грибов сколько у нас. Смотрите. Полным-полно. Делаешь шаг, и их тут видимо-невидимо. Целые прям дорожки из грибов. Так что приезжайте к нам не только на рыбалку, но и за грибами. Хочется хорошую рыбу половить. С лодки уже можно плавать на реке. Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Чугуеве. Край суровых рыбаков! На реке Северский Донец. И цель моей сегодняшней рыбалки – микроджиг на течение. Я попытаюсь вам рассказать о подборе приманок, о каких весах я использую для такой ловли, какие крючки использовать. Буду ловить на разных участках. Течение здесь, вот первое место у меня будет, здесь русло подходит к самому берегу. Я вам сейчас поближе покажу. И так как русло подходит к самому берегу, рыба вся держится в основном в берегу. Здесь идет у нас течение. И вот в самом берегу есть много здесь травы, есть чистые участки, без травы, на которых держится рыба. Вот сейчас я вижу плотвички ходят. Кстати, и окунь там тоже есть. Сейчас начнем делать первые забросы и, пожалуй, попробуем с этой точки. Не буду пока пугать, близко подходить. Скажу вам, что при ловле на течение вот в самом берегу нужно не шуметь и подходить, делать первые забросы, не подходить к самому урезу воды. Можно дальше аккуратно подойти и сделать заброс, и рыба, которая не пуганая, она должна клюнуть. Еще немаловажным будет использовать поляризационные очки для этих целей. То есть в очках вы видите саму рыбу, атаку рыбы, видите, какая там растительность, коряшки, веточки, все вы это замечаете и уже начинаете анимацию делать спиннингом, подбирать проводку, где-то глубже опустить приманку, где-то ниже, подвести приманку рыбе прямо под рот, чтобы она могла ее скушать. Ну давайте начнем ловить и все это подробно рассмотрим. Вот такая небольшая приманка, вес 1,5 грамма, вольфрамчик, крючок декой тоненький. Невысоко я его приподнимаю с приманки, когда одеваю, чтобы не так содрал траву. Сейчас подойдем к реке и сделаем первый заброс. Если тихо подойти, бросить можно под самый берег и попробовать. Опа! Блин, друзья, первый заброс. Сразу же выскочил окунь, атаковал приманку. Я не подсек сразу, он в траву я затянул. Попробуем еще раз. Ну там стайка вроде как. Вот первый клюнул. Еще один. Вот. Небольшой. Получилось. Рыба держится. В общем, в таких дорожках, на чистых участках рыба есть. Стайка была, я видел, штук 7-8 окуней. Ну вот первый, самый такой крупный, выскочил. Я его сразу не подсек, он в траву запутался. И на втором забросе удалось доловить небольшого малыша. Вода чистая, рыба меня видит. Сейчас присутствует такая рябь, ветер дует, это хорошо. Это будет, рыба не так заметно меня видеть будет. Будем пробовать продолжать. Поставил такую вот личинку фишап. Чисто крючочек без грузика. Хочу попробовать в толще на неогрузку половить. Здесь под кустом много головля стоит. Красноперки. Вдруг они соблазнятся. Вот он. Есть. Вот и первый голавлик. Так, а вот среди стайки голавликов с красноперками я увидел и окуньков, которые сразу реагируют на приманку.
Шустро. Они не пропустят такое дело. При ловле на течении я ловлю также не очень большими весами, потому что много травы. Ну, не очень маленькими, можно сказать, 1,5 грамма. То есть 1,5 грамма меньше я уже не ставлю на течение. Травы много. И большой вес уже будет, конечно, некомфортно ловить. Если дно чище, можно, конечно, сделать, поставить вес и побольше. Но я вот сейчас стою в очках, я вижу здесь очень много травы, дорожки. И мне будет комфортно ловить с легким весом. Но меньше 1,5 грамма уже будет сильно нести течением, и проводка не получится. Забросы в таком случае нужно делать вверх по течению. Я делаю вверх по течению заброс. Жду, когда приманка коснется на дно, или можно пробовать в толще. И сама проводка уже идет вниз по течению, чтобы вот эти вот все нити водорослей, которые они идут тоже вниз по течению, вы за них не цеплялись. Не делайте эти забросы поперек течения, потому что вы сразу зацепитесь за нити этих водорослей, и у вас проводка не получится. Старайтесь делать проводку вверх по течению заброс, а вниз по течению проводку. Так будет правильно. Оп, на течение клюнул шустрик. Отлично. Сам сошел. Небольшая трава, и среди травы есть такие чистые участки, где держится окунь. С маленьким тоненьким крючком приманка проходит сквозь эту растительность. Не удается ловить здесь окуней. В берегу можно, конечно, уже здесь течение более ослабленное. Здесь можно положить приманку на дно, поиграть, попробовать выманить окуня из травы. Обычно, если он его замечает, вашу приманку, он выскакивает и сразу ее атакует. На течении рыба бойкая, шустрая, сильная. И ей некогда медлить и раздумывать. Нужно быстро хватать приманку и есть. Делаю заброс. Подбросы можно высокие делать, чтобы окунь видел вашу приманку. Высокий один подброс, стукнул по дну. Пауза. Без подмотки катушки. Вот в таких местах. Есть небольшой. В самом берегу опять стоит. Поджидает мелкую рыбешку. Среди стайки голавликов и окунь держится. Опа, еще один с этого места. Опа! Чуть-чуть крупнее уже. Так. 2 рыбы. С точки. Так. Какой-то еще матрос выскочил. Резво пытается, схватил. Вот оно. Опа! Один сошел, другой заинтересовался и клюнул. Смотрите. Тут его кто-то уже ловил. Вот у него дырка здесь. Интересно, что не рестится. Молока с него. Лето уже вроде ж давно отнерестились окуня. Молока брызжет с него. О, интересно. Ты чё, запоздал? Шустрый. На течение, рыба сильная. Такой небольшой окунь. А здесь уже немножко другая ситуация. Здесь у нас течение, но небольшая глубина. Мелководье с кувшинкой.
Опа. А этот в толще клюнул, окунечек. Я подыграл в толще. Немножко сделал игру. И он клюнул. Какой хороший окунь. Активный. Классный. Так что, друзья, не нужно забывать про проводку в толще. Я ее делаю так вот. 2 подрывчика. Пауза. 2 подрывчика. Пауза. И здесь на течении, когда я сделаю эти подрывы, приманку начинает слегка нести. Если я чувствую, что она начинает цепляться за траву, я ускоряю. Чуть выше ее поднимаю. Спиннинг. Но нужно стараться, чтобы приманка шла там над травой четко. Вот сделал паузу. Чисто. Можно чуть увеличить паузу. Пускай, если приманка коснется дна, где-то, то это еще лучше даже. Можно комбинировать. Немного сделал приманку в толще, потом опустил на дно, поиграл на дне. Пошевелил. Если тем более вы находитесь в очках, и здесь мелководье, вы видите, где чистое дно, где трава. Над травой делаете проводку в толще, где вы видели пятак песка, там опустили на дно и сразу же санимировали на дне, шевельнули. Если рыба здесь есть активная, она хватает приманку жадно сразу. На течение ей толще. Опять в толще и хороший окунек. И смотрите, там за ним сейчас, ну вам, конечно, не видно. В общем, я этого окуня тяну, а за ним стая идет. Сопровождают, хотят тоже забрать вкусный кусочек. Вот он какой. Полосатик. Ну неплохой, достойный такой. Чуть больше, наверное, 100 грамм на течение. Рыба такая очень бойкая, сильная. Сопротивляется она круто. Вот, ладошка, больше ладохи окунь. Хороший. Тут еще много холостых поклевок. Вот это вот красноперка, микроголавлики, они тоже атакуют. Но они, конечно, у них ротики маленькие у красноперки. Он не может захватить, более которая крупная, она хватает. А вот и красноперочка пожаловала к нам. Завела. Хорошая красноперка. Сейчас у меня так повадило, что я на каждой рыбалке ловлю красноперок на микроджиг. Вот и сегодня поймал. Ну, такую золотистую, матерую красноперочку. О, классная. Смотрите, какая красавица. Золотая, да? Грамм по 200. Тоже соблазнилась. На 1,5 грамма приманку. Отлично. Класс. Иди. Я увидел щучку. Меняем приманку. Ставим виброхвост. Попытаемся сейчас ее соблазнить. Срежет, не срежет, клюнет, не клюнет. Еще попасть ей под нос очень сложно. Не могу, такое сильное течение. Вот она недалеко, метрах 3 от меня стоит, и она прям носом в траву утыкнута. Нужно так рассчитать, чтобы приманка ей упала под нос. Вот она вроде среагировала. Шевельнулась. Но очень быстро приманка и шла. Не хватило ей для атаки. Попробуем еще раз. Застрял в траве. Сейчас. Оп.
Не хочет. Все, один раз она вышла, больше уже не хочет силы тратить. Вот я под нос ей прям попал. Опа, она схватила. Вот она. Ух ты. Ух и бодрая. Уговорил я ее. Свечки такие выдает. Вот, друзья. Сколько я ее пытался поймать. Не знаю, раза с 7-го, с 8-го, но она клюнула. Я аккуратно взяла приманку. Ни флюр не срезала 0,16. Взяла за краешек. Вот такой микроджиг на течении. То окунь, то щука, то красноперка. Отпустим их. Вот они. Кто быстрее, окунь или щука пойдет. Ух ты, щука рванула, окунь медленно пошел. А щука стала на то же место, где я ее и поймал. Интересно. Хочет, чтобы я еще раз ее поймал. Опять щучка маленькая в берегу стоит. Но это вообще крохотная. Не будем даже ее трогать. Вот такие вот участки, друзья. Сейчас я стою на мелячке, кувшинка, и много таких лысых участков с песочком, с травой, с редкой ракушкой. Вот тут всегда держится окунь. Щука, окунь. Такие места пропускать нельзя на течении. Делайте высокие подбросы с удилищем. Одиночный подброс на течении можно не делать двойной. Одиночный, чтобы приманку сильно не несло. Хватает одиночного. Можно двойные, смотря какое течение. Клюнул коряшку, чтобы не зашел. Ненормально все. Стандарт. 70-50 грамм рыбка. Ну, клюет. Активная. Вечерний выход. Друзья, очередная небольшая щука стоит в берегу. Попробуем поймать. Клюнула. В общем, ага, сошла. Вот такая щука. Сразу же соблазнилась, активная, в берегу стоит. И ест. О! Вот как очки выручают. А без очков бы не увидел эту рыбу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!